Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. С вами, как всегда, Александр Сударев. И сегодня мы постараемся вам продемонстрировать наглядно, чем занимаются строители в ПКТБ Соволмаш. Сейчас мы с вами находимся на первой локации. Это помещение располагается слева от главного входа в административно-бытовом комплексе. И называется она диспетчерской. Сейчас вы видите уже установленные шкафы автоматизации. Буквально на днях здесь начались работы по подключению системы автоматизированного пожаротушения. Мы также с вами можем наблюдать достаточно большое количество проводов, которые сейчас сюда заходят, и наши специалисты в ближайшее время начнут все это дело уже прокладывать так, как оно задумано в проектной документации. Сейчас очень громко. Работ проводится много одномоментно, поэтому надеюсь, что вам будет меня слышно и будет достаточно комфортно. Пройдемся дальше. Здесь мы с вами сразу попадаем к кабинету заместителя главного инженера. Мы с вами видим то, что кабинет уже обживается, уже установлено рабочее место, уже стоят шкафы, документы, архивы. А это говорит о том, что здание начинает жить своей жизнью, и мы близимся к реализации тех целей и задач, которые были намечены ранее. Пойдемте дальше. Здесь мы с вами наблюдаем то, что большое количество ограждающих конструкций уже имеет завершенный вид. Осталось только наклеить затемняющую пленку. Также мы с вами можем наблюдать, как прямо на ваших глазах выполняется монтаж стеновых панелей декоративных. Ну, давайте не будем мешать ребятам, пойдем дальше. Здесь также происходит наполнение сотрудниками кабинетов. Пока мы говорим о временном размещении определенных сотрудников, потому что, скажем, кабинет главного инженера, он уже зафиксирован, скажем так, проектом, и там уже человек будет сидеть на постоянной основе. Здесь же пока временное размещение, в дальнейшем эти специалисты будут перемещены уже выше по своим законным местам, но тем не менее временное размещение уже реализовано. В помещениях тепло, светло и достаточно красиво, на мой взгляд. Здесь же параллельно с наполнением мебелью происходит работа по подключению фан-койлов. Данную активность мы с вами будем наблюдать в течение сегодняшнего видео, наверное, в достаточно большом количестве мест, потому что эта работа сейчас одна из, скажем так, активных. Мы с вами видим уже покрашенные стены, мы видим скрытые двери. Также мы наблюдаем, ну, не будем никого отвлекать, пока там тоже рабочее место уже сформированное. Выполняется монтаж санузлов, уже скоро перейдут к чистовой отделке. Сейчас устанавливаются канализационные системы, трубы, септики, хотел сказать, инсталляции и так далее. Законченный вид стеновых панелей. Процесс монтажа продолжается прямо на ваших глазах. Буквально вчера приезжали специалисты по лифтам. Была выставлена дверь на необходимый нужный уровень. И сейчас это позволит нам завершить работу по отделке как раз-таки монтажом стеновых панелей и также вот небольшие участки плитки. В том числе наш тепловой пункт местный, который питает АБК, сейчас видите, то, что в достаточно непотребном виде. Почему? Потому что только что здесь выполняли работу по монтажу систем вентиляции. Эта работа также выполняется по всему зданию. Сейчас после этой работы здесь будет уборка. При этом надо отметить то, что специалисты и компании Соволмаш, и генерального подрядчика, и субподрядчиков постоянно занимаются уборкой территории, но тем не менее, скажем, большое количество строительных материалов, которые приходят к нам, большое количество работ. Вот, Дмитрий Александрович. Подойди, пожалуйста, к Сан Санычу, сфотографируй рядановский регулятор давления, Артуру сбрось, чтобы он закупил, потому что там
Я понял. Сняли, они нам не тут дали. Надо Я понял. экстренно Понял. организовать. Сейчас сделаем. Параллельно выполняем поставленные задачи. Давайте мы сейчас с вами закончим кадр здесь. Монтаж системы вентиляции, монтаж, точнее не монтаж уже даже, а утепление тепловых магистралей. Сами видите то, что достаточно большое количество труб привезено, других конструкций для монтажа системы вентиляции. Ну и, впрочем, идет также монтаж системы автономного пожаротушения. На этом для вас это будет маленькая пауза. Скоро мы к вам вернемся. Мы с вами снова встретились, продолжаем наш видеоряд. Здесь вы можете наблюдать, привезли сантехническое оборудование, поэтому уже, как мы и говорили ранее, да, наши санузлы уже, я очень надеюсь, что в ближайшее время будут допущены к эксплуатации. Это очень важный момент при создании климата на рабочем месте. Мы с вами, повторюсь, как всегда, находимся на... Так, вот это вот проходим дальше. Так, да, вы не снимайте, пожалуйста, секретные вещи. Значит, производственная линия. Наша производственная линия сейчас была полностью очищена в ходе генеральной уборки. Ну, такой мини-генеральной уборки, которая была реализована силами сотрудников Соволмаш, за что всей команде, кто участвовал, объявляется, естественно, благодарность. Я думаю, что эти процедуры у нас будут реализовываться достаточно часто по причине того, что строительные работы связаны с образованием достаточно большого количества пыли. И одной из важнейших задач на сегодняшний день является пылеудаление на объекте. Как говорится, чем и заняты. Пойдемте дальше. Сейчас будет очень шумно. Я продолжаю надеяться, что все-таки звук наш будет сохранен, и вы что-то услышите. Опять же, уже здесь можете наблюдать, да, кабель-каналы установлены, шинопроводы. И это говорит о том, что уже вот, товарищ конструктор проходит. То, что формирование уже итоговое подключение электричества не за горами. Так, аккуратнее, пожалуйста, отходите, а то вас сейчас на вилы поднимут. Вы знаете, вот когда выходишь в цех, даже глаза разбегаются и думаешь, о чем вам рассказать, потому что, во-первых, обратите внимание, достаточно большое количество специализированной техники, да, то есть ранее наш погрузчик был приобретен, который сейчас очень активно используется и помогает в работе здания. Поломоечная машина теперь уже большей мощности, с возможностью оператору получать удовольствие от езды по цеху. Продолжается также монтаж всего навесного оборудования. Вот давайте подойдем туда, где ребята сейчас занимаются. Пол в местах, да, где проходит уборка автоматизированная, уже начинает блестеть. Лак защитный стираться, со временем будет еще больше, и покрытие станет однородным. Вот только что здесь у нас летели искры, вот не знаю, на камеру будет видно или нет. Обратите внимание, в полу второго этажа, ну а в нашем случае в потолке. Так, оператор, идите сюда. Отходите оттуда нафиг. Значит, там сейчас прорезают каналы под установку, монтаж вентиляционных систем. Давайте мы отсюда с вами отойдемся, потому что, возможно, сейчас падающие элементы на голову, а нам это сейчас не нужно. Вот здесь можно посмотреть над нами, вот он, тоже шахта, где будет как раз-таки располагаться
вентиляционное оборудование. Снимите, пожалуйста, Яна Теплова попадает в кадр. Сотрудник лаборатории. Пойдемте дальше. Активная работа у нас происходит в щитовых. Вот обратите внимание сейчас, как выглядят кабель-каналы. Необходимые подключения формируются, причем стоит отметить, что это не первые кадры, которые мы снимаем из этих помещений, и достаточно часто это убранство выглядит приблизительно вот так. Почему? Потому что если присмотреться, то мы видим, проводов становится больше, и соединительных подключений уже соединенных подключений больше и больше. Электрическая часть, скажем так, здания очень велика. Здесь предусмотрено все, что можно было присмотреть для организации нашего направления деятельности, поэтому это очень большой фронт работ. Пойдемте дальше. В этой части здания сейчас несколько тише. Вот, кстати, прямо в данный момент ребята продолжают монтаж, для того, чтобы не был я голословен. Ну а здесь мы с вами уже тоже наблюдаем, что была сделана уборка. Помещения вычищаются, подготавливаются к, скажем так, принятию дополнительного оборудования. Свет видим смонтированный. Видим активные отделочные работы. Давайте мы здесь с вами несколько прервемся и сразу переместимся на андресоль, который располагается над пандусом погрузочным. Вот видите, как ребята сейчас занимаются подготовкой системы оповещения к монтажу, системы оповещения при пожарах. Поэтому мы будем спать или работать, так сказать, спокойно, зная, что если что, мы не пропустим. Мы с вами переместились к пандусной группе. Вот здесь шлюз. И уже, как видим, тоже формирование очередного санузла. Уложена плитка. Скажем, будет выполняться слив, коммуникации и, конечно же, установка всего необходимого в этом помещении. Пойдемте дальше. Очередные помещения с законченным внешним видом, ну, почти законченным внешним видом. Идется монтаж системы отопления, ну и, конечно же, отделка. Ну а здесь мы с вами наблюдаем уже смонтированную камеру видеонаблюдения, также система горячей воды, система противотушения. Сейчас они в кадр не попадают, конечно, но они тут есть. И, конечно же, стены. Стены тоже принимают уже свой законченный вид. Мы видим то, что они покрашены, установлены уголки. И еще местами предстоит все это дело облагородить, сделать, так сказать, генеральную уборку, и будет совсем хорошо. Батарея очень горячая. Вот это правильно работает. Ну-ка. Давайте мы здесь немножко подкрутим, потому что даже перебор. Как видите, стены лестничного марша уже тоже выполнены. Остается выполнить генеральную уборку и сохранить их в таком виде, в котором они находятся сейчас. Потому что, скажем, строительные работы, транспортировка грузов, они, естественно, вносят свои коррективы в состояние данных элементов. Но, тем не менее, стараемся контролировать эти процессы, дабы все было в нетронутом первозданном виде. И теперь мы с вами переместились туда, где уже достаточно давно не были. Это андресоль второго этажа над пандусной группой. Мы с вами видим уже также частично смонтированную плитку. Помещения пока эти ждут своего звездного часа и готовы к принятию уже финального напольного покрытия. Стены лестничного марша подготовлены к покраске. Здесь уже смонтированы конструкции из гипсокартона, ограждающие вентиляционные каналы и прочие технические помещения. Ну и, скажем, также мы видим, что разводка труб отопления также здесь выполняется. Большая часть которой уже
можно сказать, смонтирована по первому и вторым этажам. ВБК завершена полностью. Туда, конечно, лучше не прыгать. Лететь очень высоко. Но зато в том помещении достаточно тепло оказаться. Индивидуальный тепловой пункт и вентиляционный канал. Также выход на крышу присутствует, поэтому работа с этим направлением продолжается. Вид, так сказать, сверху. Аккуратно, трубы, не упадите. Аккуратно, противопожарный разрыв. Не упадите. Я надеюсь, что меня сейчас все еще слышно. Обратите внимание, тоже кабель каналов становится все больше и больше. А каналы появляются в цехах уже непосредственно. Конечно, на третьем этаже работы еще предстоит немало. И не нужно об этом забывать. Но стоит отметить, что основная работа по монтажу стен выполнена, окна выполнены. Разводка под установку радиаторов отопления подведена. Сами радиаторы в большинстве помещений уже также смонтированы. Электрические вводы систем оповещения пожаров тоже смонтированы. Поэтому это подъемный фронт работы, который мы, я думаю, конечно же, выполним и справимся с поставленной задачей. Пол тоже готов к монтажу чистового. Конечно, придется определенные вещи устранять, но на строительных объектах, особенно таких больших, всегда есть нюансы, которые сильно не влияют на финальный результат, но тем не менее работать с ними еще тоже потребуется. Ну вот, видим уже, опять же, прокладку кабелей. Мы видим с вами то, что вентиляционное оборудование устанавливается, ограждающие конструкции временно демонтированы. Для чего? Для того, чтобы смонтировать как раз-таки вот системы трубоснабжения и вентиляционные шкафы. Здесь стоят трубы, там вот по ту сторону уже смонтированы вентиляционные шахты. Причем они достаточно капитального вида, как мы уже с вами успели заметить. Вот. Ну а опять же, о капитальности сия сооружений вы можете судить сами. Здесь комментарии излишни. Ну и давайте вспомним слова некоторых наших зрителей на тему того, что слишком высокие потолки, зачем они нужны? Ответ. Но в завершение сегодняшнего видео, которое получилось достаточно объемное, и я надеюсь, что вы не устали его смотреть, хочется отметить, что близится срок сдачи объекта государственной комиссии, и сейчас действительно нужно серьезно ускорять темпы строительства, пусконаладочных работ. А, кстати говоря, мы не упомянули лазерное на самом деле оборудование, и станки, обрабатывающие центры, литейные машины, что все это оборудование появляется, оно встает на свои законные места, места становится все меньше и меньше, и теперь вот формирование таких временных складов, которые по факту-то даже являются не складами, а по большому счету это временное хранение тех материалов, с которыми сейчас выполняются работы. В общем, это хранение уже затруднено. При этом параллельно со всем тем, что мы с вами видели, ведется пусконаладка станков. 2 из них уже запущены. И остается совсем немного для того, чтобы ввести все это в эксплуатацию. Ну, оценить объемы, темпы, масштабы вы можете сами, я думаю, без моих комментариев. В любом случае, работы предстоит еще много. Я думаю, мы с ней справимся. Ну а для того, чтобы все это происходило еще быстрее, каждый из вас может на это повлиять. Как? Я думаю, вы знаете сами. Спасибо за ваше доверие, поддержку, интерес, который вы оказываете всему проекту, видеороликам в частности. Поэтому оставляйте ваши комментарии. Будем общаться. Спасибо вам еще раз и до новых встреч.